Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. Сегодня розыгрыш чисто от меня, и разыгрывать я буду коробки со шлемом К6 Забрала на серверах Евро и Ру-3. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал, все подписки я проверяю, и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором играешь. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 17 июня. Удачи в розыгрыше. Братья, многие из вас в начале сталкерской карьеры хотят побыстрее набрать как можно больше уровень своего персонажа, чтобы вкачать побольше перков, стать киборгом и душить мутантов голыми руками. Что ж, ваше право. В этом видеоролике я расскажу, как значительно ускорить процесс получения уровня для твоего персонажа. Как известно, в игре есть уйма способов фарма опыта. Из всего изобилия, что я знаю, я выделил несколько более простых и прибыльных по опыту способов для себя, которыми пользуюсь по сей день. Этими способами можно фармить опыт ежедневно, не затрачивая сутки на игру. Небольшой план на видео. Сначала я расскажу тебе про способы и получаемый суммарный опыт за них, а потом как правильно ими пользоваться. Приятного просмотра. Первый способ получения опыта — это, конечно же, мой любимый отставной полковник, который сидит на локации Тунгуска в поселке Радиус Квадрат С23. У него есть 4 прекрасных, легких и многоразовых квеста. Дай краба, игра в бабки, кто клешню обронил и 100 ножек. По сути, все эти предметы, которые требует по квестам отставной полковник, можно добыть на той же самой Тунгуске. За это я и обожаю эту локацию. Если же ты по каким-то причинам не сможешь добыть, например, лапы панцирных верлиок или колени боровых, то ты можешь их купить с доски, а деньги на покупку можешь нафармить там же, лапами пауков или простых верлиок. Чтобы побольше узнать про фарм на Тунгуске, советую посмотреть себе видео «Лучшая локация для фарма» на моем канале. Там я все подробно рассказываю про это. А с твоего позволения вернусь к фарму опыта. За выполнение 4 ранее перечисленных квестов в сумме ты получаешь 224 тысячи опыта. Там еще дают деньги и очки торговли, но я говорю исключительно про опыт, так как только он нас интересует в данном видео. На первый взгляд, 224 тысячи опыта — это мало. Возможно. Для того, чтобы получить в сумме 448 тысяч опыта вместо 224, то есть удвоить его, тебе нужен всего лишь премиум аккаунт. А для того, чтобы бесплатно его получить, просто вводи промокод Nixon в меню игры и забирай премиум себе абсолютно бесплатно. И совсем не важно, где ты играешь, Steam, ВК или лаунчер, промокод работает везде. Активировав премиум, ты будешь получать двойной опыт за квесты, за уничтожение мутантов, разделку, использование аптечек и еще много-много других полезностей, которые облегчат тебе игру. Вводи промокод, не упускай возможность залутать халявный премиум. И поспеши, так как время ввода промо ограничено. Следующий способ — это ивент «Забытые льды». Проходит он на новой земле, отправляет на него востриков, стоит он на катере в квадрате B4-3, остров Северный. Попасть в этот квадрат лучше всего и удобнее будет через лифтера, который сидит в баре ЛВЗ в квадрате I9-1. Поясню сразу несколько моментов. Пускать лифтер будет только с репутацией не менее 3000 у черного рынка или бара ЛВЗ. Хочешь быстрее попасть на новую землю, делай квесты у черного рынка. Хочешь дешевле, тогда зарабатывай репутацию у бара ЛВЗ. Также сам ивент доступен с 75 уровня твоего персонажа. Прокачать его до этого уровня не проблема, позже объясню как. Зимний сет там не обязательно, достаточно купить один инъектор с рябиновкой и грелку. Ее заряда хватит, чтобы несколько раз пройти этот ивент. Погреться и зарядить грелку там есть где. Группу найти не проблема, так как на новой земле всегда стоят люди и ищут себе команду. Главное, предупреди их, если ты идешь на ивент в первый раз. За прохождение ивента ты получишь 900 тысяч опыта. С премиум это будет 1 миллион 800 тысяч. Вот это я считаю по-царски. Такой мне нравится. Один раз в день такое упражнение делай, и 150 уровнем станешь быстро. Третий способ — это ивент «Дорога через Усу в топе». Берется он у Кости Мазай, который стоит возле костра квадрат D31, окрестности Любич. Пускает на ивент он с 85 уровнем. Делается не оверсложно. Конкретная проблема — это жесткие боты. За выполнение полного ивента дается 550 тысяч опыта. Несложно догадаться, что с премиум будет 1 миллион 100 тысяч опыта. Четвертый способ — это ежедневные подработки у Митрича. Митрич стоит в квадрате C4-3, локация Черный лес, сразу же на переходе, если переходить от Паныча. На подработке требуются иглы репья, жабры верлиок и глаза верлиок. В день можно закрывать не более 10 таких подработок. Опыт зависит от того, какие задания будут попадаться чаще и в каком количестве будут требоваться предметы для их выполнения. С премом в не очень фартовый день я лутал 2 миллиона 844 тысячи опыта. Несложно догадаться, что без према это было бы всего лишь 1 миллион 422 тысячи опыта. Сразу хочу сказать, что квесты у Митрича очень дорогие из-за глаз верлиок. Выбиваются они довольно сложно, поэтому я их покупал с доски, как и остальные части в общем-то. Ладно, хоть иглы и жабры в разы дешевле, чем глаза.
Как и обещал, давай теперь объясню, как правильно применять эти задания. Допустим, ты новичок, и все, что ты сделал, это прошел все основные квесты в городе Любич. Естественно, на 75 уровне и речи быть не может. После взятия квеста на образцы у ученых тебе предстоит знакомство со спецгруппой Омега. Через них ты откроешь проход на Тунгуску с аэропорта. А главный персонаж, возле которого все завяжется, это Николай Мирный. Сидит он в аэропорту квадрат D14. Наберешь 3000 репутаций у Омеги, откроется Тунгуска, независимо от уровня. На Тунгуске в поселке Радиус квадрат C23 сдавай ежедневный квест отставному полковнику и поднимай уровень. Так же, как я и говорил ранее, на Тунгуске можешь и пофармить. Параллельно с отставным полковником советую потихоньку сделать квест у ЛВЗ или же черного рынка, чтобы открыть проход на новую землю через лифтера. Этот проход пригодится, когда твой персонаж достигнет 75 уровня. А при достижении этого уровня отправляйся на новую землю через лифтера, предварительно купив грелку и рябиновку. В порту Северном ищи себе группы и отправляйся через Востриков в данж Забытые льды. Проходишь его также раз в день и фармишь опыт. Фармишь себе уровень полковником и забытыми льдами ежедневно по кругу, достигаешь 85 уровня и отправляешься к Косте Мазаю проходить ивент Топи. Топи требуется обязательно пройти минимум один раз для того, чтобы открыть склад на Усове и квесты от Митрича. Дальше дело твое, хочешь делай, хочешь нет. Следующий шаг — это Митрич в Черном лесу. Как известно, черный лес еще нужно открыть. Это несложно. Идешь в аэропорт, делаешь квесты у Шепелева, Витриченко и других обитателей местных окраин до тех пор, пока не наберешь 1000 репутаций у АП Конукова. После этого идешь к Федору Сальникову, квадрат С22, и берешь квест «Секретная база. Сбор информации». Выполняешь всю линейку и открываешь черный лес. Вся ветка квестов несложная, и ее прохождение также есть на моем канале. Открыв переход, ты уже сможешь летать на черный лес через Паныча. Перейдя в черный лес, тебя встретит Митрич, задавая ему подработки, о которых я говорил ранее в видео. Также, пройдя ивент Топи, ты сможешь попасть в черный лес по билету в Усов через Костю Мазая. Но там придется еще и пробежаться до Митрича. Билет можно купить с доски без проблем. В общем, такой вот ежедневный круг получается. Забытые льды, подработки у Паныча в черном лесу и ежедневный квест у отставного полковника. В сумме за этот круг ты будешь лутать примерно 2,5 миллиона опыта в день. Все зависит от того, как повезет тебе с подработками у Митрича. С премом на аккаунте это число удвоится и будет 5 миллионов опыта в день. Сделать этот круг можно за 2-2,5 часа. Все зависит от открытых переходов и затраченного времени на проход ивент Забытые льды. Это, конечно же, все не бесплатно. Требуются деньги на закуп или придется фармить все самому. Эх, и запудрил же я тебе голову, наверное. Сидишь и перебираешь всю полученную информацию в голове. Ты, брат Сталкер, думай, не забудь только на канал подписаться и комментарий написать, ведь для меня это очень важно. Спасибо за просмотр, увидимся в зоне, Сталкер. Удачной охоты, Сталкер.